Имя Отца и Сына и Святого Духа. Если хочет быть совершенным, говорит Господь этому юноше, продашь то, что имеешь, отдай нижний, пойди вслед меня. И он опечалился при этих словах, потому что было у него, как сказано, стяжаний много, вещей много земных. Дело в том, что вот в других местах евангельских чтений мы читаем все время, что вот не беспокойтесь о том, что будете есть, во что вы будете одеваться, что завтра будет. Господь знает, что вы все это требуете, все нуждаетесь в этих вещах. Ищите сперва правду Божию, Царство Небесное, и все это приложится. Действительно, мы должны здесь на земле жить. Мы должны как-то благоустроить свою семью, свою земную жизнь. Должны есть, должны одеваться. Следовательно, нам приходится и работать, стяжать это земное богатство ради своих нужд. И Господь призывает нас к совершенству. Как бы нам это сбалансировать? Вот действительно, в этом-то и есть ответ в вопросе, а именно, мы должны это сбалансировать. Проблема наша заключается в том, что чаще всего мы до того беспокойны своими делами земными и нуждами земными, что мы забываем небесное, вечное. В этом-то и есть вопрос этого баланса. И когда человек до того отходит в другую сторону этого баланса, то значит материальную сторону этого вопроса, тогда уже духовное становится чуждым ему. И вот почему этот молодой человек, который вначале говорил, что все то, что ты мне говоришь, Господи, соблюдать заповеди, почитать родителей своих, не убивать, не прелюбодействовать, не обижать, любить друг друга, все это я делаю. И правильно. Что я еще не докончил? Что еще требуется мне, чтобы усовершенствоваться? И Господь в ответ, в своем ответе поставил ему фактически препятствия. Это не Господь сделал, конечно, а сам юноша. Потому что он себя воспрепятствовал своими земными вещами и планами. До того он не хотел отказаться от них, прощаться с ними. Он оскорбился и отошел без этого совершенства. Спасет ли этот молодой человек или нет, Богу только известно. А подобный вопрос, спасемся ли мы или нет, это тоже Богу только известно. Потому что каждый из нас беспокоится о своих земных нуждах. Но с другой стороны, слава Богу, и действительно я очень рад тому, что в нашем приходе люди жертвенные. Все, что мы тут с вами построили, все то, что мы здесь с вами сделали и делаем, все это делается не из того, что мы что-то продаем, что-то производим. Нет, это все дается от вас. Вашей добротой, вашей жертвенностью, вашими трудами, вашей любовью, преданностью Господу. Это же и есть дар Божий тоже. Даже богатство – это дар Божий. А что мы с этим богатством делаем, вот это другой разговор. Потому что если человек пользуется этим богатством только ради своих нужд или своего удовольствия, тогда это уже одно. А когда люди берут это богатство, помогают нищим, помогают церкви, друг другу помогают, делают добро этим богатством, тогда это богатство становится инструментом его спасения, а не погибели. Вот почему Господь и сказал этому своим апостолам об этом молодом человеке, как тяжело богатому войти в Царство Небесное, что даже легче вельбруду войти через уши игленные, что, конечно, невозможно. А почему? Потому что когда человек так стянут, связан к земле, своими земными нуждами и богатствами, да, очень трудно отходить от этого. Сколько раз мы видали, даже среди наших,
Да, уже от старости лет, слава Богу, человек уже готовится к своему земному исходу, отойти к Господу. И смотришь на этих мудрых людей, которые только лишь благодарят Богу во всех вещах, не ропщат на Бога за болезнь, за трудности, и совершенно готовы и с радостью отходят от мира сего, потому что они уже связали себя небесным, а не земным. От этого они разрешились, от этого они освободились. И вот почему и нам нужно во всяком случае сбалансировать свою жизнь, свои земные нужды, а именно нужды с небесным богатством, которое Господь нам дарует. И вот этим самым мы тоже можем пойти спасительным путем. А если ты хочешь быть совершенным, то значит уже до высоты дойти духовного уровня. Это уже другой разговор. Это уже требует другой жертвенности. Опять-таки не только с земными богатствами, а вообще с самим собой. Потому что опять-таки смиренный человек и мудрость не думает о своем смирении, не думает о своем спасении в этом смысле слова, что он должен сделать для этого. Такой человек вообще о самом себе и не думает. И в этом-то и стягивает он свое спасение. Да даст нам Господь Бог опять-таки также сбалансировать свою жизнь, чтобы, конечно, заняться нужными земными делами, но этим же временем не утерять свое спасение, опять-таки тем, что у нас нет этого баланса. When we consider the matter of our faith, and as important as faith is, this is demonstrated in today's gospel reading, in the answer of the Lord is a man, in the sense that we must do those things which are well-pleasing to God, and yet at the same time somehow survive on this earth. It's interesting that when the young man comes to the Lord and said, "Good master, what must I do to be saved?" The Lord tells him, follow the commandments, do these things that are good and right before God. And the man answers the Lord saying, "I've done this since my youth up. What do I still need? What do I yet lack?" And the Lord said to him, "If you will be perfect," and he uses that word specifically, "if you will be perfect, then sell what you own, give it to the poor, and follow me." Take up your cross. In other words, sacrifice yourself. Do so for me, for your fellow man. And this will gain you this perfection. So indeed we find in our lives that there must be a balance between these two things. And I wish to take this moment to express how pleased, and even if I may use the word, how proud I am of our parish, of our spiritual family. Because indeed we build nothing, we sell nothing, and yet by the grace of God and by the generosity of the members of our spiritual family, we stand here in this magnificent church. We are able to pray, to serve God in the divine liturgy, to gain this spiritual strength through God's grace, and to obtain this balance between our earth and our heavenly needs, because we take the time to do so. And therein lies the true lesson of today's parable. And that is that we must balance those needs always. Our biggest problem is that most of the time we are out of balance, and more on the material side than on the spiritual. But yet I look at our parishioners and the work that they do, the good that they do. And again, I say this not that you will become proud or anybody praise you for that purpose, but only to give glory to God that we have such a good family here. We have people who work so very hard, and not only for our own parish, but for others as well. Being at Fort Ross yesterday with those hundreds of people who were there, so many clergy, metropolitans, archbishops, and bishops, and priests from Russia, from New York, from all over the country, from Australia apparently also I found out, and from other countries as well. And there was our St. Peter and Paul parish. There were our sisters feeding the people, helping out, doing that which was necessary to make this a successful event.
beforehand, people came up from all over the state of California here to Santa Rosa the night before, because of course the trip before Rosa was a long one. And they spent the night here in Santa Rosa. And they asked, could we possibly stop at your church? We'd like to maybe serve a service there, have dinner there. And our parents said, our arms are always open. Our doors are always open. We welcome you all. And I heard nothing but gratitude from people I'd never seen before in my life about how wonderful Saints Peter and Paul is, how hospitable our people are. And in the process of doing all of this, in the meantime, several of our parishioners were working diligently to have our church repainted. And you see how magnificent this is all done. This is no small task. To take apart an entire church, to have it repainted, and to have it back together in time, so that these people who are coming from other states and cities could use our church and celebrate here. Even our first hierarch, Metropolitan Hilarion, came last night after the celebration for Ross here to our church, and in a very humble fashion, and he even thanked me for it, saying it was nice to be home. Because, of course, Metropolitan Hilarion grew up in Holy Trinity Monastery, was a monastic there for many years, before he was, as he once told me, forcibly extricated and made a bishop and sent back out into the world. And yet he was able to come here to our parish and quietly, humbly pray as a simple monastic in the altar of our church. All of these things take place not because a demanding pastor has ordered you to do something. Yes, of course, I ask now and again. But at the same time, when you respond so easily and so quickly, when you volunteer so quickly and say, what can I do? How can I help? This is what defines our parish. This is what defines what St. Peter and Paul means. And that name has meaning to a great many people and in a great many places, I'm finding out. I guess I'm surprised because I don't think of ourselves as some international place or something like that. We're a small corner of God's holy church, and we try here to save our souls as best as we possibly can. But when I hear such things from others, it makes my heart glad, and I give glory to God that we have such a spiritual family here. And I pray with all my heart, as I do every liturgy and every day, that God will grant unto us the ability to make such spiritual efforts as we do practical ones, so that the reward that we have in heaven may truly be great. Amen. Благословение Господне на вас, благодать и любовь,